Конечно, обидно. Вы купили самое дорогое удобрение, идеальный грунт, профессиональные лампы для своих орхидей, готовы танцы с бубнами танцевать, а они все не растут. Давайте я вам расскажу, почему так происходит. Грунт мы покупаем не по принципу самый дорогой, а покупаем по принципу тот, который подходит под ваши условия. И подбираем в зависимости от того, какая у вас влажность и температура в помещении. Если у вас тепло и хорошая влажность, вам замечательно подойдет содержать орхидеи и в керамзите. Тогда можно. Но здесь важно, чтобы была хорошая влажность. Иначе керамзит, он будет моментально просыхать. Если же у вас холодно или орхидеи содержатся на холодном подоконнике, он будет очень промерзать, будет холодным грунтом. И корни будут находиться постоянно вот в этих холодных камушках. Тогда нам не подойдет. Только тепло, влажно, либо как дренаж используем добавку. Что касается мха. Подходит, если у вас как раз-то сухой воздух в помещении, он не так быстро просыхает. Но опять же момент, у меня, например, сухой воздух в помещении, но я содержать орхидеи в мху не люблю. В таком случае его можно добавлять в посадке. И самый универсальный грунт — это кора. Но по коре, опять же, есть очень много вариантов. Какая кора? Вот как вариант у меня есть галтованная кора. Галтованная — это значит шлифованная, такая красивая кора достаточно. Она не очень влагоемкая, ее надо, конечно, приучать к влаге. Есть простая кора, вот она выглядит совсем по-другому, даже если сравнить, видите, простая кора. И она даже у меня немного пахнет смолой. При поливах вот новых орхидей, которые я пересадила, грунт издает такой запах. Выбираем кору как универсальный вариант, либо если у вас в помещении прохладно, если у вас влажность где-то средняя, кстати, кора подойдет, и если у вас высокая влажность, и если у вас низкая влажность. Как выбираем кору? Смотрим, чтобы были хорошие кусочки, и выбираем по фракции. Вот это где-то 10-20 мм. Подходит для пересадки орхидей достаточно взрослых, для пересадки орхидей деток маленьких лучше взять фракцию 5-10 мм, она будет меньше, нежели это. Что касается производителей, в моем телеграм-канале не единожды уже я вам показала разные упаковки этой коры, все рассказала, какую, например, покупаю я. На маркетплейсах очень много хороших вариантов, читаем отзывы. Второе, что касается удобрения. Опять же, можно купить очень дорогие удобрения и не получить никакого результата. Почему? Потому что подбор удобрения зависит от того, что вам надо. Если вам надо нарастить листву, корни, то лучше брать удобрение, в составе которого азота больше, нежели калия. Вот как варианты я подобрала, например, аминосил. Если вам надо, чтобы орхидея зацвела, тогда смотрим, чтобы калия было больше, чем азота. Вот как вариант буйское удобрение, либо вот это удобрение флоровит. Также простимулировать цветение можем взять препарат монокалий фосфат. От стоимости удобрения редко зависит результат. Больше результат зависит от того, какая непосредственно формула удобрения. А по стоимости это может быть как простые. Вот эти удобрения, они стоят недорого, так и очень. Дорогие удобрения я покупала и вам показывала совсем другие. У меня было и американское удобрение, и голландское. Скажу так, результаты в принципе одинаковые, без разницы, какое вы будете использовать. Главное, читайте состав. И третий очень важный фактор, который влияет на развитие орхидей, это лампы. Если вы поставите слабую лампу на северное окно, вы никак не поможете орхидеям. Если поставите очень мощную лампу на южное окно, у вас орхидеи вообще могут погореть. Подбирается лампа по мощности в зависимости от того, где у вас стоят орхидеи. Мощность обычно до 50 Вт. И чем больше ватт, вы понимаете, тем выше над листьями мы ставим лампы. Если в глубине комнаты, в принципе, 35 будет достаточно. Если где-то на окошке, даже 18, вот это я вам показываю, это простая юниэлька на 18 Вт тоже будет достаточно. 35-ка вообще просто идеально. 50-ка, ну тогда поднимайте чуть выше над листьями, чтобы орхидеи у вас не погорели ни в коем случае. Что касается производителей. В принципе, сейчас все делают лампы хорошо. Единственное, берите full спектр, чтобы был написан полный спектр, и смотрите мощность. Если вдруг взяли слабые лампы, то их мы чуть ниже опускаем и рассчитываем. Можете использовать. Для телефона есть программа, называется LightMat, и вы можете проследить за тем, какое количество света получают ваши орхидеи. Достаточно, либо надо поработать. Вот это самые частые причины, почему орхидеи у вас не растут. Неправильно подобранный грунт,
Еще, кстати, от посадки зависит, закрытая или открытая система, или вот как у меня, например, классическая посадка. Второе. Неправильно применяем удобрения, стимулируем цветение, хотя у орхидей совершенно нет корней и нет листьев, тоже этим губим орхидей. Либо ставим орхидеи где-то красиво на полочке и совершенно забываем про освещение. В таком случае ваши орхидеи тоже начинают болеть и прекращают свой рост. Еще, конечно, очень важное условие по температуре и влажности, на которые мы с вами, в принципе, слабо можем повлиять. Да, где-то можем открыть на проветривание, можем включить увлажнитель, можем включить обогреватель. Только вот такими способами мы с вами можем повлиять на температуру и влажность воздуха. Конечно, для того, чтобы орхидеи цвели, идеальная температура 18-20 градусов. Они тогда хорошо закладывают цветоносы. Чтобы орхидеи растили листья, растили корни, конечно, градуса 22 будет замечательно. Что касается влажности, для фаленопсисов в рамках квартиры 45%, 50% это уже хорошо. У меня очень низкая влажность, не единожды говорила, 27-30%, и, как вы видите, тоже орхидеи растут. Есть увлажнитель, но всем его не хватает. Что касается температуры, чтобы хоть как-то ее понизить, можно открывать окна. Но, понятно, не зимой и не те окна, где у вас стоят орхидеи, чтобы они просто-напросто у вас не померзли. Но летом, например, опять же, кондиционеры. С кондиционерами будьте аккуратны. Да, хорошо, охлаждает все, но чтобы не был направлен поток воздуха, холодного особенно воздуха, прямо на ваши орхидеи. Тоже орхидеи будут не совсем хорошо себя чувствовать. Что касается танца с бубонами и такого момента, как залюбливание орхидей. Да, такое часто наблюдается. Одни говорят, я за орхидеями вообще не смотрю, они у меня цветут, с ними все хорошо. Но через 3 года приносят мне их на реанимацию, потому что они считают, что для них все хорошо, это когда орхидея просто постоянно цветет, несмотря ни на отсутствие корней, ни на слабо развитую листовую массу. Поэтому тоже вариант «я ничего не делаю, все хорошо», он хорош до поры до времени. Все-таки орхидея должна полноценно развиваться, полноценно получать азот, фосфор, калий. Почему мы применяем удобрения? Тоже любимый аргумент. В природе они ничего не получают. Но в природе они и находятся то под солнышком, где они получают свет, то находятся под дождиком, который приносит за собой разные микро-макроэлементы. Они растут на деревьях, на коре, то есть в принципе, можно сказать, где-то паразитируют. И, конечно, таким образом они тоже получают необходимые вещества. Дома у нас с вами совершенно не так. Плюс ко всему у нас не природники орхидеи, не путайте, у нас с вами гибриды, которые выведены уже садовниками в теплицах именно для содержания в квартирах. Поэтому, конечно, удобрения орхидеям, которые находятся у нас дома, надо давать. Не перекармливать, потому что иногда бывают потом мутации по цветению, цветоносы растут не так, как надо. Но удобрения все-таки орхидеям надо. Я вам рассказывала мои схемы полива удобрениями. То есть это где-то 2 на 1. Если гонит орхидея цветонос, тогда 3 на 1. То есть 3 удобрения, 1 это полив непосредственно водой. Расскажите в комментариях, а какое вы покупали самое дорогое удобрение для своих орхидей?